Я считаю, что роза самый красивый королевский цветок на свете. Конечно же, вы поспорите со мной, если же у вас любимые цветы совсем не розы, и я с вами буду согласна. Но все же я очень люблю розы, и это видео посвящаю именно этим цветам, приметам и суевериям, связанными с этими цветами, немного эзотерики, а также поделюсь секретом, как сделать так, чтобы розы долго оставались свежими, и немного о другом. С древних времен розы вызывали приятные эмоции у прекрасного пола, и этот цветок считался символом красоты и величия. В эзотерике розу используют для гармонии в семье, проведения различных любовных ритуалов, ведь роза считается женским цветком и имеет нежное воздействие, а также других ритуалов, например, для защиты, ведь роза очищает пространство от негатива и налаживает домашнюю гармонию. Но здесь имеется в виду живой цветок, не срезанный. Цветок, который растет в горшке на подоконнике, или же роза, посаженная во дворе частного дома. Поэтому, сажая розы во дворе дома, вы получаете своеобразный оберег с шипами, который будет охранять ваш дом от плохого взгляда. В связи с этим с древних времен и пришли к нам приметы и суеверия, связанные с этим цветком. Очень часто нам дарят розы. Получая такие шикарные цветы в подарок, мы не раз замечали, что иногда розы стоят очень недолго, вянут, сбрасывают лепесточки или же наоборот стоят очень долго. Почему так происходит, задаем мы себе вопрос. Есть народные приметы на этот счет. Посмотрим, что они говорят. Одна из примет, я думаю, многие они знают. Чем дольше простоит в вазе букет роз, тем крепче чувство мужчины, который вам их подарил, и они были подарены от всего сердца. А если еще цветы пустили ростки в вазе, то это означает, что чувства разгорятся. Не выкидывайте такие розы. Вы их можете посадить в горшок с землей, и будет у вас дома домашний цветок, если повезет и он вырастет. Если же розы быстро завяли, значит партнер их дарил не от чистого сердца, и он плохо к вам относится. Если же роза от любимого засохла, то ее хранить нельзя, к ссоре с ним и разрыву отношений, поэтому лучше ее выкинуть. Но и засохшие розы нельзя хранить, так как это погибший цветок, ведь роза была сорвана, и поэтому будет исходить сильнейший негатив, грусть, тление, разлука. Здесь хочу подробнее остановиться по поводу розы быстро завяли. Считаю, что розы стоят в вазе настолько долго, насколько правильно за ними ухаживают. У меня всегда розы стоят в вазе долго. Один из моих секретов, ну а может для многих это и не секрет, на ночь кладу розы всегда в ванную, наполненную немного холодной водой. За ночь розы наполняются влагой по всей длине, и бутоны, и стебли. Утром их достаешь, и они опять сочные. И так каждый день. Зато ты видишь, как благоприятно влияет на цветы данная процедура, поэтому и хочется ее делать и делать. Еще флористы советуют чаще менять воду в вазе. Это поможет цветам долго быть свежими, и срезать их наискосок, а затем расщеплять стебли под водой. Это делается для того, чтобы воздух не попал в стебель и не завоздушил его. Ну и внизу стебля советуют удалить листья и шипы где-то на 1/3 длины стебля. В интернете же есть куча рецептов для того, чтобы розы долго стояли свежими. Советуют и ставить их в солевой раствор, 2 столовых ложки на литр, и в сахарный раствор. Есть вариант с аспирином, 5 таблеток аспирина. Раствор, в который добавляют лимонную кислоту, 1 чайная ложка на 1 литр воды. Из этих всех вариантов я пробовала, когда в воду добавляется лимонная кислота. В принципе, да, розы стоят дольше, чем в обычной воде. Если вы знаете какой-то другой способ, пожалуйста, поделитесь с нами в комментариях к данному видео. Итак, продолжим дальше. Что же означает цвет розы? Я думаю, все знают еще с детства, что подарить желтые розы к разлуке и измене. Так считают в Европе, а вот в Азии к благополучию. Но все же букеты желтых роз довольно популярны у нас. Почему? А все довольно просто. Их можно подарить людям, с которыми не планируется серьезных отношений, коллеге, знакомому. При этом человеку будет очень приятно, ведь это будет необычный цвет роз и при этом очень красивый. Белые розы у нас ассоциируются с чистотой и невинностью, и можно дарить всем без исключения. А вот в Китае белые бутоны означают опасное предзнаменование. Если ваш воздыхатель подарил вам белый букет роз, это символизирует чистые помыслы в отношениях. Белый букет принято также дарить в день предложения руки и сердца. В день свадьбы у невесты это традиционный букет из белых роз. Белый букет, подаренный руководителю, может означать удачу в бизнесе. Если вы решили подарить коллеге, значит это ваше пожелание ему успеха в работе.
Красные розы в букете – это символ страсти. Чем темнее они, тем благороднее чувство дарителя. Бордовые розы – знак восхищения и уважения. Их можно подарить на торжественном мероприятии. Красные розы уместно дарить как женщинам, так и мужчинам, и символизировать это будет всегда разное. Подаренный букет мужчине символизирует уважение, восхищение. Если женщина женщине подарила букет из красных роз, означает крепкую дружбу. Розовый цвет – нейтральный нежный цвет, и он очень универсален для букетов. Их можно дарить и коллегам, родственникам, и влюбленным. Подаренный букет молодым человеком девушке указывает на отношения, пропитанные нежностью. Еще есть примета, что он человек стабильный, и жизнь с таким человеком будет в гармонии. Увидеть во сне розы, неважно какой цвет лепестков, позитивный знак, означающий в скором времени встретить свою любовь. Срывать розу к замужеству. Если же во сне вы почувствовали запах розы, к долгой жизни. Покупать розы во сне к достижению вашей цели. Увядшая роза – символ окончания чего-то хорошего. Сломать розу к разлуке. Как видите, если роза снится вам в красивых тонах, и вы получаете во сне позитивные эмоции, это хороший сон к любви и счастью. Если же роза черного цвета или же роза увяла или сломалась, то, к сожалению, этот сон не принесет вам радость. Составляйте букеты дома из роз, ведь они великолепно чистят атмосферу, наполняя его позитивом, помогают наладить дружественную обстановку. Дарите розы любимым, радуйте их, ведь это так неописуемо красиво. Садите розы возле своего дома и защищайте его от внешнего негатива. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик и получайте новые видео, в которых много позитива и добра. Пока-пока!